Всем привет! В последнее время мы видим довольно много тайтлов, что можно сказать вернулись из забытия и получают продолжение и ремейки. И у многих это получается более чем успешно. Сегодня мы решили вспомнить несколько тайтлов, продолжение которых мы ждали как с окончания их показа, так ждем и сейчас. Сразу скажем, что в этом топе нет как таковых мест, а выбор аниме исходит исключительно из наших пожеланий. Так что не спешите бежать в комментарии, гневно писать, почему здесь не прозвучало ваше любимое аниме. Ну что ж, с вводной частью мы закончили, с вами Tough Project, включаем ностальгию на максимум, а заодно рассказываем новичкам о тайтлах, достойных просмотра. Пшеничные поля, деревенские дороги, скрипящие полозья телеги, наполненные пряностями, шкурами и яблоками. Атмосфера странствия, романтики и дружбы – это то, за что мы все полюбили волчицу и пряности. Здесь нет глобального сюжета о мире или его окрестностях, он здесь вовсе и не нужен. Просто двое человек – странствующий торговец Лоуренс и мудрая волчица Хора, которые путешествуют вместе и стараются заработать торговлей себе на хлеб. И пусть они иногда влипают в торговые сделки с огромными суммами, все это в итоге служит одному – чтобы эти двое остались вместе. Их словесные перепалки, споры, ссоры, заигрывания и просто подколки составляют чарующую основу этого аниме. От них не устаешь и хочется продолжать смотреть еще и еще. Возможно, для кого-то эпизоды, связанные с торговлей, могут показаться скучными, но в них вам практически на пальцах объяснят базовые принципы экономики в средневековье, что можно добавить как маленький познавательный плюс. К сожалению, аниме остановилось уже на втором сезоне, к тому же на довольно спорном сюжетном моменте, и покрыло только 6 небольшим томов ранобэ, если учитывать побочные истории в виде ОВА-эпизодов. Хотя сама основная история насчитывает 22 тома, плюс 6 томов спин-оффа, продолжения о приключениях дочери главных героев Мьюри. О продолжении в виде аниме-адаптации ничего не слышно, но мы будем верить и надеяться до конца. Не зря ведь сейчас началась тенденция возрождать старые тайтлы. Старшая школа Кода Икусей. Престижное учебное заведение, закончив которое практически каждый выпускник без проблем поступает в университет или находит работу. Ученикам этой школы позволено носить любую прическу и брать любые личные вещи. Все, чтобы приблизить жизнь в школе к реальной вне ее стен. Настоящий рай среди школ, но правда в том, что привилегии тут получают лишь самые выдающиеся ученики. Здесь учатся лучшие, и каждый ученик и целые классы должны доказывать, что они имеют право находиться в стенах этой школы. Казалось бы, чего необычного есть в этой истории? Аниме о неравенстве в престижной школе мы уже видели и не раз. Однако, это аниме пропитано большим количеством философских мыслей, начиная от простых заставок с цитатами Ницше, Руссо и Шопенгауэра, до более глубоких параллелей между внутренним устройством классов и различными политическими режимами. В 2017 году вышел всего лишь один сезон в качестве рекламы ранобэ, а все слухи о продолжении так и не подтвердились. В начале прошлого года новелла перешла в новую большую арку второго года обучения под отдельным названием, так что будем надеяться, что экранизация первой части все же продолжится. А еще мы тоже можем философию. В Японии богов много, а в мире их еще больше. И в «Бездомном боге» зрителю поведают историю про маленького и почти неизвестного бога, о котором что ни скажи, претензий не будет. Народ не обидится и не поднимет истерику на тему оскорбления чувств верующих. Не ждите философских диалогов о вечном и прочих нравоучений, которые присущи сюжетам подобного толка. Это хороший, классический сёнэн без пошлости, с элементами юмора, который состоит отчасти из поступков персонажей, а отчасти из диалогов. Да, тут есть драматические эпизоды, второй сезон вообще по сути одна большая драма, но в целом аниме присущ стиль легкого повествования, и отчасти благодаря этому история цепляет, а оба сезона смотрятся на одном дыхании. История оригинальной манги еще не закончена, и даже в нынешнем состоянии ее хватит еще на несколько сезонов, так что понадеемся, что студия Bones вернется к экранизации Норагами после окончания работы над моей геройской академией. Школа мертвецов – тайтл, известный всем любителям зомби-жанра. Сюжет в данном аниме довольно стандартен для темы зомби-апокалипсиса. Неведомая болезнь захватила человечество и медленно его убивает, превращая в мертвецов. Небольшая кучка людей, которая пытается выжить и делает все возможное для этого. Но здесь выдают нам не команду потертых жизнью взрослых, а кучу школьников, явно не готовых к такому повороту событий. Создатели понимали, что одними лишь зомби зрителя не удержать, а потому они с легкостью тасуют события локаций, дают нам море экшена вместо бессмысленных диалогов о жизни и разбавляют все это романтикой, драмой и фан-сервисом. Будем честны со своими желаниями. Продолжение как аниме, так и оригинальной манги нам уже не увидеть, однако, вспоминая о нынешней тенденции ремейков и ремастеров, не исключено, что есть шанс увидеть перезапуск данного тайтла, возможно под другим названием и с редизайном персонажей и сюжета, или же в виде духовного наследника.
У главного героя, Иори Китахары, начинается новая жизнь после поступления в престижный колледж в приморском городке Идзу-Сити. Парень снимает комнату у семьи Катагава, владеющей магазином снаряжения для дайвинга Grand Blue. Но вся эта тема Иори не нравится, он до ужаса боится воды и предпочитает с морским делом не связываться. Однако, познакомившись с компанией дайверов, он решает открыть для себя бескрайние просторы необъятного океана. И вот вам кажется, что это про дайвинг и преодоление своих страхов. Ну, отчасти да. Но на деле перед вами чистейшей воды трэш-комедия про алкозапои, перекачанных голых парней, стереотипно нелепые и глупые ситуации. В этом все очарование этого аниме. Никаких серьезных тем, глубоких мыслей, это комедия чистой воды. Хотя темы юмора вряд ли подходят под возрастной рейтинг PG-13. Но чем еще сейчас интересуются подростки? Не наукой же и самообразованием. Ну да не о том. Таких простых юмористических тайтлов сейчас катастрофически не хватает. С момента выхода первого сезона прошло не так много времени, так что надежды на продолжение еще есть. Лишь бы студия Zero G не ушла в сотрудничество с Netflix целиком и полностью. Богат был 2014 год на хорошие аниме, и No Game No Life был не исключением. История о попадании в альтернативный мир двух гениальных игроманов, где все конфликты между всеми расами решаются как раз через игры. Аниме, где прекрасно сочетается юмор и битвы разумов, запало в душу многим. Оно подойдет для любого, кто не боится пошлых шуток, легкой упоротости, запутанных загадок и игр. Автор не делит персонажей на плохих или хороших, здесь в равной степени у всех есть своя мотивация, благодаря чему все герои живы и харизматичные. Аниме было обречено на успех, но, к сожалению, не на продолжение. В 2017 году вышел фильм-приквел, но на этом экранизация тайтла на данный момент остановилась. Возможно, аниме-адаптацию подхватит другая студия, либо найдется богатый инвестор, который даст денег на новый сезон, поскольку студия Madhouse откровенно пожадничала в своих аппетитах. И пока что нам остается только читать ранобэ, благо в России оно лицензировано. Если у вас когда-нибудь была мечта попасть в Исэкай, но не через перерождение, а через портал с возможностью вернуться, перемещаясь туда и обратно, то это аниме выглядит как ее воплощение. Внезапно появившиеся в Гинзе врата открывают путь в иной мир, наполненный магией и мифическими существами. И вот через портал отправляется специальная разведывательная группа, созданная с целью сбора информации. В нее входит и главный герой Итами Йоджи, 33-летний офицер сил самообороны, а также заядлый атаку. Так начинается история двух совершенно разных мирах, которые теперь связаны между собой. Наверное, это одно из лучших аниме, где можно увидеть, что происходит, когда сталкиваются две цивилизации на совершенно разных уровнях развития. Только здесь в роли развитых наша, а не как это обычно в фильмах про вторжение пришельцев. 2 сезона пролетают на одном дыхании, и в конце только один вопрос: почему нет продолжения? А ответ на него прост. Из-за решения сдвинуть сюжетные акценты с главных героев, которые были очень популярны у японского зрителя, на международные политические игры, руководство студии One Pictures не удовлетворил недостаточный финансовый успех второго сезона. Потому планы на продолжение быстро свернули, а нам остается лишь надеяться, что на нынешней волне исэкаев студия вспомнит о таком нетипичном представителе жанра. А на этом у нас все. Как мы и говорили в начале, наш топ абсолютно субъективный, поэтому вы можете его дополнить, написав в комментариях свой тайтл, продолжение которого вы мечтаете увидеть. Соберем настоящий народный топ. А с вами был Tough Project. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и еще услышимся.